Что такое шлюз или хаб умного дома? Зачем и кому он нужен? Какими устройствами и сценариями он может управлять? Какую версию шлюза выбрать? Давайте разберемся с этими вопросами вместе на канале Умный дом Xiaomi. Центр управления умным домом Mi Smart Home Hub, или как его еще называют шлюз Xiaomi, это устройство, необходимое для подключения датчиков и других используемых дома устройств к сети интернет для удаленного контроля, управления ими и их взаимодействия друг с другом. В зависимости от устройств, подключение к шлюзу происходит по Bluetooth или Zigbee протоколу, а сам шлюз подключается к вашей домашней Wi-Fi сети. Таким образом, он становится точкой доступа для тех приборов, которые не имеют Wi-Fi и, соответственно, сами подключиться к сети интернет не могут. Как понять, нужен ли хаб для умного дома? Тут все просто. Если купленный вами прибор имеет Wi-Fi подключение, то отдельный хаб вам не требуется. Например, все увлажнители, роботы-пылесосы, кухонная, климатическая и другая бытовая техника, которая постоянно подключена к электросети, имеет подключение по Wi-Fi. И поэтому таким электроприборам не нужен посредник. А многочисленные датчики безопасности, климата или контроля доступа, работающие от батареек, а также выключатели, выносные кнопки и некоторые световые приборы или лампочки, которые используют Zigbee или Bluetooth, потребует наличия шлюза с поддержкой своего протокола связи для интеграции в умный дом и управления ими. Поэтому при выборе или покупке нового устройства в свой дом или квартиру обратите внимание на тип подключения. Если это Wi-Fi, то вы сможете подключить его напрямую к роутеру. Если Zigbee или Bluetooth, то потребуется хаб. Но не торопитесь покупать отдельный хаб для того, чтобы подключить к нему, например, новый датчик температуры или даже умный сейф. Может оказаться так, что шлюз у вас уже есть, но вы об этом не знаете. Дело в том, что некоторые устройства Xiaomi и других производителей, будучи бытовыми приборами, могут быть и шлюзом для других умных устройств. Например, популярный увлажнитель SmartMe или камера для домашнего видеонаблюдения Aqara и некоторые другие имеют встроенные Bluetooth шлюзы, которыми вы можете пользоваться для подключения Bluetooth датчиков. Если у вас уже есть гаджеты, которые подключены к Mi Home, просто зайдите в свой профиль и проверьте в разделе Bluetooth шлюз, есть ли там какие-то устройства. Но подобный встроенный, например, в увлажнитель шлюз сразу по нескольким причинам не в каждом случае может заменить отдельный хаб. Во-первых, дело в том, что встроенные в бытовые приборы шлюзы имеют только один тип подключения – Bluetooth. Хоть Xiaomi и выпускают все новые датчики только с этим протоколом связи, в производстве и на рынке остается большое количество отличных и уже хорошо зарекомендовавших себя товаров, которые работают через Zigbee. Раньше именно этот тип связи был предпочтительным для построения систем умного дома, так как обладал рядом заметных преимуществ перед Bluetooth. Но развитие Bluetooth привело к появлению новых современных стандартов этой технологии. Сегодня пятая версия Bluetooth позволила сократить энергопотребление, увеличить дистанцию передачи сигнала и строить ячеистые сети, которые получили название Bluetooth Mesh. Однако и Zigbee не стоит на месте, но это уже тема для отдельного разбора. Таким образом, мы имеем уже два различных типа подключения к сети умного дома, с которыми современные шлюзы могут работать одновременно. Вторая причина, по которой вам может понадобиться отдельный хаб для умного дома, это необходимость создания сигнализации безопасности. Mi Smart Home Hub имеет 4 типа сигнализации. Первый — постоянно работающий базовый, в который входят датчики протечки воды, дыма или утечки газа, и 3 настраиваемых режима — дома, вне дома и ночной. Для этих режимов при наличии датчиков открытия дверей, движения, освещенности и многих других из арсенала Xiaomi можно создать сценарий для постановки дома или квартиры на вашу собственную сигнализацию. Такой функцией обладают только отдельные хабы. Причина тому — возможность хранить и обрабатывать сценарий локально внутри устройства, а не на удаленных серверах в интернете. Это необходимая гарантия автономности и безопасности, которую невозможно получить при интернет-подключении. Таким образом, работа сигнализации не зависит от внешних факторов и связи. И в-третьих, вам понадобится отдельный хаб, если вы хотите добавить свои датчики и другие устройства и системы Xiaomi в умный дом Apple HomeKit. Так, через приложение «Дом» на своем iPhone или iPad вы сможете управлять устройствами, контролировать датчики и создавать на их основе сценарии. Теперь, когда мы выяснили, что такое шлюз, какова его роль и в каком случае он вам будет нужен, давайте определимся, какой именно из нескольких доступных на рынке вам подойдет. Для абсолютного большинства в 2021 году и, возможно, позже я рекомендую Mi Smart Home Hub.
который во многих магазинах продается под именем Xiaomi Gateway 3. Только он имеет поддержку обоих современных стандартов Bluetooth 5.0 Mesh и Zigbee 3.0. Кроме того, он сертифицирован для работы с Apple HomeKit и даже может быть подключен к Алисе от Яндекса. К сожалению, этот шлюз, в отличие от предшественника, лишен цветной подсветки и отдельного динамика для проигрывания мелодий. Также есть шлюзы других производителей, например, Aqara или QuickPing, но они менее универсальны и имеют заметно меньший список совместимых датчиков и устройств. На AliExpress Mi Smart Home Hub продается за $25, а в российской рознице за 2500 рублей. Ссылки в описании к видео. Если у вас остались вопросы о шлюзах для умного дома Xiaomi или вам есть чем поделиться по этому вопросу, пишите в комментариях. Если это видео было вам полезно, ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Спасибо за просмотр.